Черт его знает, до чего докурился. До обморока. И парни закурили. Опять, значит, ходил, значит, обморок мой был продолжителен.
скажите, Не знаю, сударь. Лег здоровеханик и не встал больше. Странно, однако, то, что без ведома Гарри такие вещи не делают. А прежде он не имел от нас секретов. Все его распоряжения были. А главное то, если он умолчал, то спрашивать его не тактично, да и чем объяснить, для чего мы спускались в склеп. Стойте, тут без Смита не обошлось. Я его пристрою. Рому и стаканы. А я его выслежу. Нам двоим на свете не жить. Не мертвый, не мертвый. Я ему покажу, какие бывают мертвые. Это я собрал по столам в охотничьем доме. Как по почерку, так и по подписи они написаны молодым графом Дракулой. И, видимо, посылались его другу в лесной дом. Тут много пустых, вроде приглашения к чаю или завтраку. Но, кажется, есть и интересное. Вот, мистер Джемс, посмотрите их. А что вы сами думаете об этих письмах? Мне кажется, мистер, что вы ошиблись, полагая, что граф Дракула выехал из замка. Скорее, что друг его Альф приехал в лесной дом. И почему-то туда же переселилась и невеста Рита. Причиной могла послужить смерть мадемуазель Франчески. Граф Дракула остался в замке и очень заботился о своей невесте. Вот хотя бы один. Конца нет. А вот еще. Прежде всего я должен извиниться перед тобой, мой дорогой. Прежде всего я должен извиниться перед тобой, мой дорогой. Вместо отдыха и спокойных занятий, я втянул тебя в наши печали и заботы. Но что поделаешь, трагическая смерть Франчески выбила нас из колеи, и Рита совсем не спит по ночам. Мой старик посоветовал перемену места. Вот и пригодились отдельные комнаты. Надо прислать только текущий инвентарь из кружев, лент, цветов и тому подобное. Лючия обещала все это устроить. Уж извини, знаю, что вашему брату ученым бабы одна помеха. Надеюсь, переселение будет недолгим. Как только Рита оправится, я переведу ее обратно в замок. Мне до сих пор не удалось тебя спросить. Что ты думаешь об этом случае? Почему, например, умершую Франческу нашли на полу у кровати Риты? Волосы и ночной туалет в полном беспорядке. Точно она выдержала борьбу перед смертью. На лице ее и груди ссадины и синяки. Заметил ты, в ее открытых глазах застыл ужас.
а губы сжаты с какой-то решимостью. При малейшем намеке Рита бледнеет и трясется. Старик убежден, что смерть Франчески дело рук вампира. Он убил ее, а не засосал. За то, что она помешала ему наслаждаться кровью, а быть может любовью Риты. Она стала такая молчаливая и печальная. О свадьбе я не смею и заикнуться. Конечно, я далек от мысли считать свою беседу такой же интересной, как твоя. Ты великий ученый. А все же, говоря правду, мне неприятно видеть, что Рита, моя невеста, отдает тебе такое предпочтение. Как-никак, а мое положение становится смешным. Пока Рита жила в лесном доме, мне ваши отношения в глаза не бросались. После своей летаргии или обморока Рита страшно переменилась. У нее каждый день новые капризы. 3 или 4 часа до заката солнца она сидит одна. И притом еще тщательно запирается. Обедать и завтракать со всеми она также отказалась. Она наотрез отказалась, чтобы Лючия жила около нее. Будет с меня одной Франчески. Даже смерть одного за другим итальянских лакеев, которых она привезла с собой из Венеции, не произвела на нее никакого впечатления. Ожидая тебя, она сразу оживляется. Глаза ее сияют. А со мной она холодно вежлива, несмотря на то, что я выполняю все ее желания. Даже исполнил такое безрассудство, как оставил ее гроб посредине капеллы. Она к нему питает какую-то болезненную нежность. Когда она очнулась после летаргии, я сообщил ей, что мы считали ее умершей, заперли ее кабинет-салон и что в горе мы забыли там канарейку и что теперь надо спешить спасти птичку. Она холодно ответила: К чему? Оставьте все по-старому. вообще я перестал ее понимать, да и будь на твоем месте другой мужчина, дело много бы обострилось. Тебе же я верю. Есть еще один письменный документ. Я предполагаю, что это дневник Риты. Что вы, где же? Я его вам достану, он у Гарри, только, наверное, он написан по-итальянски. Это ничего не значит. Я немного знаю итальянский.